Слабонервным лучше не смотреть. В этом видео мы, Татьяна и Евгений Гордеевы, показываем, вырастет ли картофель в нашей местности без ухода. Это не технология выращивания, это наглядный эксперимент сравнения урожая контрольного куста с урожаем, выросшим с применением наших технологий ухода. Все наши картофельные технологии и эксперименты по ссылкам в описании. Нам часто пишут в комментариях, что для того, чтобы получить хороший урожай картошки, за ней не нужно никакого ухода. Достаточно закопать ее в землю весной и выкопать урожай осенью. При этом ее не нужно ни поливать, ни удобрять, ни полоть сорняки. Кроме того, нам также часто пишут: да у вас там такой чернозем, что достаточно ткнуть черенок от лопаты, он пустит листья и корни. Вот и пришла в голову мысль сделать фильм, в котором мы наглядно покажем, как растет картофель у нас без всякого ухода, если его просто закопать и осенью выкопать, если он доживет, конечно. Потому что зависит еще в данном случае все полностью от погоды. Если будет слишком жарко и совсем без дождей, то, соответственно, шансы уменьшаются. На данный момент 29 апреля. Вон там на участке посажен картофель 25 апреля. Там участок с уходом, сейчас он поливается. Здесь, тут где травка растет, мы выбрали место, где травы поменьше. После схода снега прошел только один дождь, примерно в середине апреля, миллиметров 10. Поэтому даже чтобы просто выросла трава, вот это вот, мы этот участок около часа поливали. То есть начальный запас влаги здесь есть. Кстати, в начале марта было плюс 22, но потом все изменилось. И заморозки до минус 15, и засуха, суховее. Видно, какая трава сейчас. Высота травы сейчас. Ну вот, видно ее. Видно, что на всего около 20 сантиметров максимум. Вот в таких условиях сейчас посадим прямо здесь картошку и будем наблюдать. Собственно, нам ее уже жалко. Картошину возьмем крупную. Она уже обработана от колорадского жука, опылена золой. То есть начально у нее условия практически такие же, как везде на участке с уходом. То есть семенной материал подготовлен стандартно. Единственное, он гораздо крупнее, поскольку такими крупными картошинами мы все-таки не сажаем. Мы обычно сажаем верхушки где-то грамм по 70. И их высаживаем. Ну, вот здесь есть ростки, есть большой запас питательных веществ и влаги. Посадим и понаблюдаем. А потом сравним с урожаем, который получится на основном участке. Попробуем. Не будем делать ничего. Просто посадка и уборка урожая. Здесь, на полянке, уже сейчас, весной, настолько плотная почва, что одним движением, без риска сломать лопату, ямку не выкопать. Кстати, сразу же видно и естественный цвет нашей земли, на которой не вносится органика. То есть это попросту глина, даже вот просто в верхнем слое. То есть здесь нет органических удобрений, кроме того, что насыпается с травы, которая растет вокруг. То есть максимум в поверхностном слое. Так что копаем ямку сантиметров на 20. Рыхлим землю. Видно, что к лопате слишком сильно оно не прилипает, несмотря на полив травы, поскольку все уже впиталось. Вначале можем даже траву немножко порвать вокруг. И так же, как на основном участке, сажаем ростками вниз. Получается, глубина доверху где-то сантиметров 10 от края картошки. Все. Засыпаем. Засыпаем, ничего, конечно, не окучиваем. Это место какой-нибудь палочкой отметим, чтобы знать,
чтобы потом случайно не скосить вместе с травой. Все это дело. Все посадили, пометили, 3 палочками связали вверху. Напоминаем, сегодня 29 апреля. Будем приходить периодически, показывать, в каком состоянии картошка находится и что здесь происходит. Сразу хочется отметить, что намного раньше посадить этот картофель вряд ли получилось бы, поскольку даже вот этой ночью последней был мороз, причем практически с вечера. 3 мая. Так и пошел дождь. К начальному запасу влаги в почве добавилось еще немножко дождевой воды. Во дворе даже вырос мерцающий навозник. Наконец-то приготовили, попробовали на вкус. Эти грибы трудно застать. Из-за автолиза чернеют, самоперевариваются до полной несъедобности за несколько часов. Пока укрыли всходы от заморозков. В середине мая заморозки продолжаются. Быстрее всего укрывать, конечно же, цельным полотном. Основной картофельный участок укрываем на ночь от холода, ведь там картошка уже начинает сходить. Тут еще особо и нечего укрывать, но уже картошка сходить начинает постепенно. В 7 утра, видно, что лед есть, но большого мороза не было, это хорошо. 22 мая. Контрольный куст пока не всходит, да это и понятно, его мы не укрываем. А каждую ночь почва охлаждается, ниже минимально необходимых для роста картошки 6-8 градусов тепла. Июня, пора бы посмотреть, как себя чувствует наша дикая картошка. Вон там она. Уже, конечно, заросли травы. Как тут все запущено. Что называется, участок. Похоже, она даже сходит уже. В мае ей все-таки повезло. Больше пока ничего нету, да? По крайней мере, пытается всходить. В мае ей повезло даже на небольшие дождики. Конечно, без полива. Но траве хватило. А картошка пока что не взошла. К этому времени холода резко сменились жарой. И даже в земле, которую регулярно охлаждаем 10-градусной водой, на глубине посадки все равно уже порядка плюс 25-30 градусов. Температура почвы в гребнях уже несовместима с клубнеобразованием. При такой температуре картофель уже не растет, а то, что образовалось, начинает вырождаться. Но между тем росточек лезет. Есть шанс, что все-таки она взойдет и будет расти. Что это у нас? Ну это трещина от засухи. Понятно, конечно, что в других условиях картошка уже гораздо выше, опережает намного. Тем более, что приходится все время ее поливать. В этом году, несмотря на дожди в мае, все-таки их уровень далек от того объема воды, который нужен для картофеля. 4 июля косим траву на участке, где всходит картофеля без ухода. Косим, чтобы замульчировать сеном основной картофельный участок. Трава меньше обычной высоты, но холодные майские ночи явно не тормозили ее столь сильно, как картошку. Да и влаги хватило зелени, чтобы вырасти на высоту, достаточную для покоса. А в районе всходов трава в качестве сорняка и вовсе закрыла картошку от солнца. Местные травы-старожилы гораздо привычнее к нашему климату, нежели картофельная экзотика, родом с противоположной стороны планеты. Часто слышим мнение, что с сорняками картофеля растет лучше, спасает в жару и получается больше урожая. Но все далеко не так просто и зависит от баланса конкретных условий. Например, зависит от количества сорняков в той или иной период роста культурных растений. Если давать сорным травам много воли, они оставляют культурные растения как минимум без
света, воды и питания. Без света, потому что затеняют. Без воды, потому что чем больше куст сорняка, тем больше он высасывает и испаряет каждый день почвенной влаги. А без питания, потому что сорняки забирают из почвы питательные вещества, чтобы нарастить массу. Да, конечно же, сильные и мощные взрослые кусты картофеля вполне могут потягаться со всходами сорняков и подавить их, сомкнув ботву и закрыв тенью всю площадь. Но так, если бы прополки или картофель в период всходов обогнал сорняки по другим причинам. Когда трава уже гораздо выше всходов, как сейчас, ситуация иная. Для примера, по официальным данным из картофелеводческих хозяйств, в период всходов всего 5 растений сорняков на 1 квадратный метр или покрытие их листьями всего 1% площади – это уже порог вредоносности, за которым вред увеличивается вместе с количеством сорняков и размером их листьев. Для взрослого же картофеля порог вредоносности чуть дальше. И при тех же 5 сорняках на квадратный метр наступает при затенении сорняками 5% площади. Практика показывает, что потери урожая из-за сорняков доходят до 75%. Для наглядности, из этих 4 урожайных рядов остался бы лишь 1. Да, это настолько критично. Картофель – светолюбивое растение, и чем больше его затеняют, тем выше вытягивается ботва, и тем мельче клубни, или вовсе не образуются. Причем ботва картофеля вырастет большой, только если успеет обогнать конкурентов-сорняков в борьбе за свет. В данном же случае площадь затенения сорняками явно ближе к 100%, нежели ниже порогового 1%. Очевидно, если бы мы не скосили траву над всходами, дальнейший эксперимент был бы бесполезен. Но мы хотим показать в одном фильме и другие фактические проблемы выращивания без ухода. Теперь сорняки и картофель в более равных условиях по освещению. И у картошки есть фора, пусть и не по количеству, но хотя бы по высоте. Кстати, помимо перечисленных ранее проблем, сорняки также уменьшают товарность клубней, усложняют уборку урожая, а попутно и создают условия для опасных заболеваний, как вирусных, так и грибных, вроде фитофторы. Днем жарко, сено сохнет быстро, так что основной картофельный участок к 6 июня уже замульчировали. Картошка здесь во много раз выше, ей хватает воды и удобрений. А теперь и температура будет ближе к норме, благодаря траве. Здесь она вовсе не сорняк, а полезная сено и мульча, которая сейчас помогает и поливать в 2-3 раза реже, и не дает расти сорнякам, давая 100% затенение сорных всходов. А в будущем перепреет, став еще и ценным органическим удобрением. 15 июня. Ну, а дикий картофель очень-очень отстает от своих сородичей, за которыми мы ухаживаем. Вчера на него упала пара капель благословенной влаги, но это и не особо-то и помогло. На 20 июня все-таки что значит нету влаги? Картошка начала всходить, практически остановилась полностью. Вот. У нас вроде и пасмурно, но земля сухая полностью. Так вот растет картошка без полива в нашей местности. Трава достает влагу откуда-то, но картошки не хватает. Первая неделя июля. Дождей, по сути, достойный с февраля. До июля только один прошел такой, который способен заменить наш стандартный полив. Ну, а там картофель, он зеленеет на участках, где поливается. Меряем в тени. Больше 40 сегодня. Это 7 июля в 13:30. В таких условиях картошечка и растет. На поливном и замульчированном участке ситуация по температуре явно лучше. Причем это картофель летней посадки, который тоже пока не успел загородить листьями землю от солнца, но быстро взошел и интенсивно растет. У контрольного куста практически на глубине посадки около 35 градусов. Конечно, картофель не растет и уже начинает попросту желтеть. Сил ему хватило только на то, чтобы взойти. Это просто довольно показательный пример, как у нас картофель растет без всяких танцев с бубнами, без ухода. Вот просто участок без полива, без прополок и так далее. Если трава так не особенно растет, что покрупнее еще торчит, а так остальное уже все посохло. Достаточно показательно. Температура на самой поверхности почвы 68 градусов. Причем это земля светлая сейчас, это же глина все-таки.
На более темном было бы, конечно, еще выше. Он уже 69 показывает. И продолжает расти. Датчик на самом кончике здесь касается почвы. 69,4. И растет. Почти 70 градусов. При такой температуре уже можно еду готовить. Самый жестокий этого года. Самый жестокий эксперимент этого Но года. мы должны были это проверить. Да, поскольку многие люди нам говорят, зачем вам столько заморачиваться, в вашей местности там все отлично должно и так расти. Сейчас подойдем, поближе покажем. И вот мы рядом с этим несчастным кустиком. Многострадальным. Да. Вот получается, вот середина июля он все-таки позеленел, потому что прошел Наконец-то дождик. дождик, да, вот последние несколько дней у нас мочит, в общем-то. Хотя капитально сильный дождь прошел один. И нас реально подмывало как-то помочь тому растению, но мы держались и не Да. помогали. Этот куст посажен, в общем-то, в то же время почти чуть-чуть позже, чем на основном участке вот там. Ну, разницу вы видели, насколько отличается картофель вот без ухода от картофеля с уходом. Именно вот в природных условиях растения как. Радуемся вместе с этим кустиком, этому дождю. Он позеленел все-таки, потому что буквально на днях он был просто уже желтый. 25 июля, поздняя картошка уже местами даже выше пояса. На 3 августа картофель без ухода выглядит вот таким образом. Ему повезло на днях еще раз, выпал слабенький дождик, охладило землю. Конечно, для полива недостаточно, где-то миллиметров 10 осадков всего выпало. Но, по крайней мере, он зеленый, растет. Картошка без ухода продолжает расти. Сегодня 20 августа. 20 августа. Что мы видим? Картошка не растет, а скорее страдает. Вот такой у нас климат для картошки на самом-то деле. Без ухода, без человека, вот можно сказать на целине, картошка выглядит вот так. Поэтому у нас ее и не выращивают. Без человека, без его вмешательства это растение попросту не растет. Видно, что и трава вокруг ведет себя примерно так же. 21 сентября утром сильный заморозок. Там кое-что накрыли. Пока по участку походил, вообще стало еще больше, чем минус 7 мороза. 6 утра. Можно все убирать. И укрытие уже вряд ли понадобится дальше. Хотя ожидается 28 градусов в начале октября по прогнозу. Но это, по идее, днем станет все таким темным. Ну, а здесь было высушено, теперь еще и померзло. Стебли замороженные. Хотя у них так мало воды, даже не слишком твердые. За 2 дня ночных морозов, там 3 ряда вымерзли, конечно. Мы их не стали накрывать, уже убирать можно, в принципе. Ну, а эту спасли, хотя частично и подморозило, конечно же. Видно, потемнели цветы слегка. Прижато было где покрывалом. Итак, мы решили сегодня выкопать 22 сентября вот эту несчастную картофелину, которой досталась очень жестокая жизнь, судьба. Она засохла, заморозилась и вообще ужас какой-то. Картошечка, без слез на тебя нельзя смотреть. Вообще очень было трудно наблюдать за твоей жизнью в течение сезона. Все время хотелось замульчировать, полить. Полить, да, но мы должны были проверить, как картошка у нас растет в наших условиях без ухода. И растет она вот так. Особенно, если лето настолько засушливое, как это. Один дождь за все лето. Один дождь, ребята. Вот так вот. Да. С февраля по конец сентября 2 дождя выпало. 1 в мае, 1 в июле. Все. Вот такие условия у нас, ребята. И мы выращиваем картофель. Поэтому... Мне кажется, картошка выше, чем трава. Вот рядом. Давай, Жек. Копай. Ну да. Так, палочки, обозначалочки. И
Ну что, подальше брать? Там, наверное, это. Мгм. Да там, я думаю, даже ни одной, ни одной завязи не будет. Так. А то нам там пишут. Да я ткнул в землю. Да, Да. ничего делать не, Не надо. поливать, не окучивать. Так, смотрим. Все на ваших глазах. Что там? Так. Корней много. О! Она боролась за жизнь как могла. Даже Была старая по- картошина Была выросла. посажена, кстати, очень классная, сильная картофель. Да, она. картошина Ну, была хорошая. Что, на корне вырастила, ботву немножко, да. Да, корни, кстати, шикарные. Она боролась за жизнь как могла. Это столоны, видимо, пытались, что Да, ли. пытались. А не, это, Не, это вообще не это то. сорняки тут рядом пытались. Ну вот. Фильм драма. Жизнь одной несчастной картошки. Ну вот результат. Как растет картошка без ухода в нашей местности. Да. Без удобрений, без мульчирования. И даже ее Без полива. кто-то там грыз, какие-то муравьи, похоже. Мгм. Да ужас. Фильм ужасов. Драма, фильм ужасов. Жанр всего фильма. Причем у нее тут влага еще осталась. Это она сохранила. Мгм. Ну, кстати, видно, что вот столон она пытается пустить. Мгм. Пыталась, да? Да, пыталась. Вот Мгм. столон. Но они уже вялые, потому что она померзла. Вот столон Мгм. тоже. И там Она еще. пыталась изо всех сил. То есть она пыталась. Вот тут что-то даже такое посерьезнее. Вот Мгм. почти клубень формироваться начал. Ей бы вот буквально 2-3 дождичка, и она может хотя бы Да, что-то. Да, она хотя бы. Но одного дождя это действительно совсем То есть в дикой природе у нас картошка не будет. никак. Без человека картофель не растет. Да, и зимой, в принципе, у нас. Ну, конечно, как последняя зима нет, а так вообще сантиметров на 40 вот так промерзать может. Мгм. Ну, поройся для проформы. Да, ну ладно. Мы же всегда роемся. Не, ну видно, что земля же сухая. Да не то слово. Фу, Полностью. пыляка. Пыль. Пыль. Все, Пыль. пыль. Вот такая земля. В такой земле растет картофель. Все. Сентябрь. Должны дожди идти. Нету. Такие вот эксперименты Гордеевых. Пробуем картошку выращивать по-разному. Результат. Результат. Кстати, еще один нюанс. Копнули именно вот эту сухую картофелину. Да. И вот что случилось с вилами. Там, где мы поливаем, рыхлим, земля мягенькая, и там вот такого не происходит. А здесь целину, что называется, копнули. Ну, а урожай из такого же семенного материала при уходе по нашей технологии в таком же точно климате мы уже показывали. Вот он, если не видели. Причем с 3 видами органических удобрений, 2 из которых есть у всех. Фильмы по каждому варианту по ссылкам в описании. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт выращивания картофеля без ухода, пишите в комментариях, поделитесь опытом, как растет картофель без ухода в вашем регионе. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Видно, как картошка лежит. Насыпь. Насыпь, да. Картошка лежит насыпом. Так, кидаем в сторонку. О, уже куча практически сверху лежала. И что-то там еще. И что-то еще ищет. Вот надо. Ух ты! Да, А кустик-то хороший. тут вообще супер куст получился. Да. Не, ну земля плотная. Она в такой плотной лежит земле вообще. Страшное дело. Слушай, там что-то, мне кажется, какой-то рекордсмен. По количеству именно. Все вроде, да? Ну да, вроде все. Вот, зачем.